привет! С вами Ксюша и Миша. Да, всем доброго дня! Мы в новой студии с новым образцом. Дополнительно мы его подсветили светодиодной лентой. Во-первых, он отдаляется, как будто парящий от стены теперь выглядит. И дополнительно светодиодная лента подсветила фактуру рисунка, который мы делали в предыдущем видео на стене. Что мы сегодня, Ксюш, будем делать? Будем делать мы сегодня легкую геометрию. То есть это действительно будет легко, вы все увидите в дальнейшем. Для этого нам потребуется краска и шелковая штукатурка. Угу. Ксюша, расскажи, пожалуйста, по подготовке сначала. Для шелкового покрытия, вообще для блестящих красок, должна быть очень ровная, хорошая поверхность, без царапин, без каких-либо изъянов, перепадов и эффектов. Так, по поводу краски. Краска на первый слой будет использоваться Текурила Прима. Это глубоко матовая краска с хорошей укрывистостью. Я ее перелила в баночку, где-то 300 мл. Сейчас я буду колеровать. Для этого потребуется два таких пигмента. Это Экотера черного цвета и Лакра Колер кофейный. Предварительно я его перелила в 2 шприца. Экотера чуть погуще колеры, поэтому, чтобы его набрать без проблем, необходимо чуть-чуть подразбавить водой, чтобы он именно тянулся в шприц. Начинаю колеровать, начинаю с серого цвета, то есть добавляю по нескольку капель, добавляю кофейный, чуть меньше, размешиваю краску палочкой. Ксюша, а почему ты именно эти цвета выбрала, черный и коричневый? Черный и коричневый я выбрала по той причине, что мне нужно получить теплый серый цвет. Если бы я просто добавила черный колер, получила бы холодный серый оттенок. То есть он был такой серо-синий. То есть если вы не хотите, чтобы у вас был именно холодный серый цвет, а более теплый, то есть нужно будет добавлять в него либо оранжевые, либо кофейные, коричневые тона. Я так полагаю, что мне тут недостаточно, нужно еще чуть-чуть добавить и черного, и также кофейного оттенка. То есть я добавляю также опять 2 деления. 2 черного и добавляю кофейного 1 деление. То есть нужно чуть-чуть потемнее, да, слишком светлая получается. Да, краска, опять же, то, что краска однослойная, поэтому пигментация у нее высокая, и колера требуется для нее достаточно много. Поэтому смотрите индивидуально по вашей краске. Если ваша краска не плотная, не укрывистая, то, скорее всего, потребуется пигмента гораздо меньше. Я думаю, люди уже узнают качество своей краски уже на стене. Уже поздно будет. Не, почему при колеровке тоже это заметно. То есть, опять же, разные краски по-разному себя ведут. То есть, если вы ни разу не пользовались той краской, которую вы будете использовать, необходимо делать пробный выкрас. То есть вы колируете сначала очень бледный цвет, делаете выкрас хотя бы на листе бумаги, либо можно на каком-то незаметном участке стены, и смотрите, в какую сторону уходит цвет. То есть краски некоторые при высыхании темнеют, а некоторые светлеют. То есть это тоже зависит от качества именно связующего. Обычно моющиеся краски более дорогие, они темнеют при высыхании, а дешевые не моющиеся, они именно бледнеют. То есть потолочная краска не подойдет. Вот, кстати, да, тоже вот насчет потолочной краски. Потолочная и фасадная краска тоже не подойдет. Фасадные краски все-таки они для фасадных работ, у них есть в составе определенные добавки, которые вредны при использовании внутри помещения, поэтому лучше фасадную краску оставить для фасадных работ, а для внутренних работ использовать интерьерную. Краску подготовили, сейчас будем ее наносить. Я буду это делать при помощи валика с коротким ворсом. Наливаю в ванночку. И начинаю покраску. Здесь главное, чтобы валик был именно с очень коротким ворсом, велюровый. Чтобы он как бы не создавал, да, шубку небольшую на поверхности. Дополнительный такой рельеф не создавать, поэтому максимально короткий ворс используйте. И начинаю прокрашивать.
Делайте это разнонаправленными движениями, то есть это должно быть именно как бы такая краска больше декоративная, нежели чем равномерная, чтобы при высыхании, если останутся следы от валика, то они будут напоминать такие геометрические как бы квадратики, прямоугольники. Но лучше в разные стороны. Во-первых, тогда вы одним слоем краски обойдетесь, не нужно будет два покрывать. Таким образом, быстренько прокрасили всю поверхность, создавая геометрический рисунок при помощи валика. Оставляем краску сохнуть в течение 2 часов. После этого будем наносить шелк. Краска полностью высохла. Сейчас для второго слоя колируем шелковую штукатурку теми же пигментами, что использовали для краски. Штукатурка у меня будет фирмы Винсент. Называется Decorum Stucco Multifed, база перламутровая. Я ее налила небольшое количество в меньшую емкость. Здесь где-то 250 грамм. Расход у нее порядка 100 грамм на квадратный метр. Может чуть меньше. Все зависит от подготовки и ровности поверхности. Точно так же начинаю с черного пигмента. Добавляю его где-то 2 деления. И добавляю кофейный. 1 деление. Ты приблизительно тот же цвет колируешь или потемнее немного? Чуть-чуть потемнее. Шелк должен быть немного темнее, чем основная краска. Так цвет подложки не будет слишком сильно влиять на цвет шелка. Но в шелк требуется пигмента раза в 2 меньше, чем в краску. То есть я больше добавлять не буду. Этого вполне количества достаточно. Наносить шелк я буду при помощи кельмы, делая очень крупные мазки. Набираю небольшое количество маленьким шпателем и, начиная с угла, делаю легкие мазки, где-то сантиметров по 25-30. Не должны быть перехлестные движения. В дальнейшем, чтобы при высыхании не было видно стыков, необходимо делать поверхность максимально извилистой и неровной. То есть тогда место стыка будет приходиться на кривую часть шелка, и при этом будет смотреться все это гармонично. Колируйте необходимое количество, именно отмеряйте его, чтобы вам не пришлось останавливать весь процесс. По расходу где-то 100-120 грамм на квадратный метр необходимо. Мне кажется, это очень интересный вариант. И главное, простой и достаточно бюджетный. Потому что шелковую штукатурку вы можете выбрать по своему, так сказать, бюджету. Краску вы можете также выбрать по своему бюджету. Здесь самое важное – это постараться подготовить поверхность как можно более ровной. Сделать ее идеальной. Скучновато. Хорошим должен быть кондей, я поняла. По этому лету я поняла, в машине должен быть кондиционер. Периодически кельму очищайте, чтобы у вас не было царапин на поверхности. Так, желательно это сделать при помощи тряпки мокрой. Рисунок полностью сформирован. Теперь дадим шелковой штукатурке высохнуть в течение 5-6 часов. Тем временем мы сделаем из обычной кельмы декоративную. Для декорирования кельмы необходима хлопчатобумажная толстая веревка. Ее один край я привязываю к кельме и начинаю обматывать, чтобы получался вот такой геометрический рисунок. Он может быть такой, как вы захотите. Так, все. И с обратной стороны я вот таким же образом здесь привязываю. Нитка должна быть хорошо натянута.
Дальше, чтобы нитки не двигались, их необходимо будет зафиксировать на кельме. Это можно сделать при помощи клея пистолета, либо обычным скотчем. Я сделаю просто скотчем. Ну, если есть какая-нибудь дешевая, простая пластиковая кельма, то можно засечки Можно, сделать. да, либо насечки сделать, либо приклеить прям к ней намертво. Если такой вариант понравится, можно вообще отдельную, да, пластиковую кельму, где много-много насечек по бокам. Да. И то есть уже делаешь как... Либо какие там еще... Пенопластовую использовать. Да. Терка для, к примеру, штукатурки гипсовой. Хорошо бы, кстати, подошла кельма такая с гребенкой. С одной стороны, где, например, для плитки, да, для укладки. Ну, там можно, да, это использовать, кстати говоря, да, как вариант. где ты клеишь, так, вот. Наносить будем мы этой кельмой краску, ту же, что использовали для первого слоя. Я ее наношу на картонку с помощью кисточки. Просто мажу на картонку. Ребята, вот эта открывашка для банок, это вообще какое-то волшебство. Потому что если вы где-то увидите в продаже, там стоит копейки, но реально очень удобно и всегда пригодится. Обычной отверткой там начинаешь что-то корябать ножницами какими-нибудь. Этот бортик у банки у железной загибается весь кривой, и потом не закрыть нормально. А тут хлоп, и все, у тебя все открыто и без каких-либо проблем. Берем нашу кельму и наторцовываем краску. Прижимаю к поверхности и получаю вот такой рисунок. И заполняйте поверхность. Слушай, здорово, без лишнего какого-то мусора получается. В принципе, можно также приделать к кельме кружево и отпечатывать кружево, например, если вы не очень хотите такой геометричный рисунок. Периодически добавляйте краску. Краски должно быть много, чтобы она не успевала быстро высыхать. И смотрится, конечно, очень здорово все это дело. Ты знаешь, Ксюша, вот этих животных делают? Лисички, да, вот эти всякие там лисички, кошечки, олени. Очень интересно, да. Что-то вот в такой же тематике, напоминаю. Да, сразу отвечаю на вопрос, как делать в углах. В углах, где кельмой невозможно достать, можно после высыхания дорисовать при помощи кисточки. Ну, кстати, да. Аккуратненько там что-то прямые линии. Да, я не думаю, что прям уж так много будет мест, где нужно именно подрисовывать. То есть там буквально по несколько полосок сбоку и сверху. Можно использовать другой цвет. К примеру, можно использовать тот цвет базовый, более светлый, если не хотите слишком сильный контраст. Можно использовать наоборот, более темный цвет, к примеру, черный либо темно-коричневый. Можно на кончиках этих палочек нарисовать такие темные точечки коричневые, как будто это спички раскиданы. У меня нитки очень толстые, они хозяйственные, поэтому особо даже я как-то так не аккуратничаю. Периодически смотрите на стену под разным углом и добавляйте в места, где есть большие пропуски. Хорошо распределено. Более-менее нормально, да? Да, ну и рисунок мне очень нравится. Прям, да, реально очень нравится. Он такой прям легкий, такой ненавязчивый, напоминающий обои, такой немножко в ретро-стиле. Обои мне напоминают. Обои? Да. Краска полностью высохла, да? Да, полностью высохла краска. Образец готов. Самое время что сделать? Самое время подписаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Я их очень люблю читать. Ну да, и время подвести итоги. Да. Ну, на самом деле, Ксюша, я что могу сказать, я не ожидал первоначально, да, когда ты наматывал эту нитку на кельму, что такой результат получится крутой. На самом деле, да, из очень простого вроде бы способа такой как бы интересный результат. Главное, он легкий, быстрый, выглядит он прикольно,
подходит такой вариант нанесения для любого помещения. И коридор, и кухня, и комната, и в качестве акцентной стены. И если чуть-чуть посветлее сделать, то можно все помещение, все пространство так сделать. Мне очень нравится геометрия. Опять же, этот рисунок тут, ну, он нестандартный, он необычный. Да, то есть Легко повторимый. и здорово смотрится, и очень как бы простой в исполнении, и необычный. Это, то есть, 3 вещи, да, все там правильно говорят, мы уже там насмотрелись карты мира и прочее. Опять же, и насмотрелись, и что-то необычное, что-то свежее, опять же, экономный вариант. Здесь можно использовать достаточно дешевый бюджетный вариант, например, взять ВГТ шелк, можно взять какой-то из недорогих, из того же самого лакоса. Там тоже очень много недорогих вариантов. Да даже обычную краску, если заколеровать в хороший какой-нибудь цвет. Да, можно из обычной краски, то есть потемнее базовый цвет и сверху сделать уже вот эти отпечатки. Но, может быть, немножко, конечно, не так будет смотреться. Ну, конечно, да, шелк-то он дает такой перелив интересный за тобой, там, да. Типа такой более темный, шоколадный цвет. Да, где-то он прям сливается, где-то не видно этих полосочек, где-то полосочки видны. Если использовать такое где-то на кухне, либо в коридоре, там, да. Да, во-первых, этот вариант прекрасно моется. Шелковая штукатурка сама по себе не так сильно пачкается, хорошо моется. Плюс, если использовать для рисунка в виде веревочки моющуюся краску, то проблем вообще никаких не будет с таким вариантом. Пыль на него не садится, не за что именно зацепляться. Плюс это гладкая поверхность. Не все любят рельефную поверхность. Для кого-то именно нужно, чтобы гладко было, ровно. Какие-то вот рельефы, это все не для них. Плюс, мне кажется, такой вариант, он не надоест. То есть это будет всегда смотреться как бы не очень броско и, то есть, на своем месте. Не будет на себя очень много внимания забирать, но смотреться интересно. Да. Мне вот нравится цвет именно шелка, что он именно переходит от таких светлых. Цвет очень красивый, серо-бежевый. И опять же, он не чисто серый цвет, он именно приглушенный кофейным оттенком. Это всегда красиво смотрится, всегда натурально, всегда не ярко, не кричаще. Ну, тут дело вкуса, то есть кому-то одно нравится, кому-то другое, совершенно разные вещи. Серый, красивый, благородный цвет. Да. Серо-коричневый. Даже если мы свет выключим, он будет больше таким коричневым, шоколадным даже восприниматься. Когда свет включаем, он больше такой серо-бежевый. Да, и он гораздо светлее на свету. Если приглушенный свет, то он очень темный. То есть для спальни очень хорошо бы такой вариант смотрелся, чтобы... Да, такие приглушенные тона. Здесь уже вряд ли что-то нужно повторить. У каждого, да, своя какая-то рука, у кого-то какая-то штукатурка, там декоративный материал любимый, да, с которым он, например, чаще всего работает, или просто у него получается лучше всего с ним как-то варианты делать. Ну да, да. У тебя какой, Ксюша, любимый материал декоративный? У меня? Ага. Все. Хороший ответ, мне нравится. Нет, наверное, наверное, шелк люблю, потом песок люблю. Вот песок, наверное, вот самый, наверное, любимый. Да. Барельеф любимый. Любимая это лепка. Ксюша, что главное в декоративной штукатурке? Здоровье. Правильно. Всем пока. Всем пока, всем удачи и здоровья.